Польша просто стала такой центральным кусочком Европы, который и безопасный, с другой стороны, дает какую-то рентабельность хорошую. Можешь купить дом за 50 000 долларов с большим участком. Там, где есть спрос, там есть рост цены. Все знают и все понимают, что там немцы, скандинавы очень активно покупают, американцы очень активно покупают Польшу. В последнее время Израиль, Китай, просто огромное количество инвесторов оттуда, и они скуповывают там целыми домами. Такие моменты, они очень сильно влияют как раз на рост цен, в том числе на недвижимость в этой стране, потому что они тупо пушат экономику. Большинство людей, принимая важные решения в своей жизни, опираются на свой опыт, да, на свою историю своей жизни, либо на опыт других людей. И мы продолжаем разбираться с тобой в теме недвижимости в Польше. Продолжаем отвечать на извечный вопрос, покупать ли ее сегодня или продавать. Мне показалось важным показать динамику цен за прошлые 5 лет. То есть разобраться с историей, понять то, а кто мы были все эти 5 лет в контексте недвижимости в Польше. В этом видео хочу про это поговорить. Хорошо, давай поговорим про... Давай разберем все по косточкам. Поехали. Можем с тобой разобрать динамику цен, причины роста цен на недвижимость. Является ли этот рынок уже перегретым, потому что достаточно большой рост цен был. Ну и сделаем какой-то вывод, прогноз вообще, что с этой информацией дальше делать, покупать или продавать. Да, моя любимая рубрика «Гадание» на кофейной гуще. Да. Обязательно. Давай разберем основные причины, почему недвижимость подорожала. Да и в целом не только в Польше. Мы видим, что за последние 5 лет во всем мире недвижимость подорожала. Где-то на 30%, где-то на 40%, где-то на 100%, даже больше. В Польше мы видим 100% рост в некоторых городах. За 5 лет? За 5 лет, да. Если уже говорить даже про города сразу, то в Кракове, кстати, вот интересный факт, не Варшава, не как столица, да, а именно Краков подорожал больше всего за последние 5 лет, на 100%. А как ты думаешь, с чем это связано? Или мы разберем еще? Мы разберем. И эти причины, они в целом для каждого города одинаковые. Варшава подорожала где-то на 75%, Вроцлав на 70%, Лодзь, Гданьск где-то тоже там до 70%, около, вот прям очень-очень рядом, да. Все равно самым дорогим городом на данный момент считается Варшава. Средняя цена и на первичке, и на вторичке, что такое супер усредненное берем, это 17 000 злотых за квадратный метр. Краков это 15,5, Вроцлав 13,5. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Кроме этого, есть большие города, про которые мало кто говорит и вспоминает. Мы в том числе редко про них вспоминаем. Но есть огромный город Познань, где стоимость недвижимости около 13 000 за квадратный метр. Есть Труймясто. Это, знаешь, такой город, 3 города, это Гданьск, Гдыня и Сопот, условно для богатых. То есть это богатый туризм. Да, богатый туризм. Вот такой вот. Для этого создан город. И там что-то около 15-15,5 тысяч за квадратный метр стоит недвижимость, которую очень сложно купить, сложно продать. В общем, такая вот супер сложный город на самом деле для недвижки. Про Лодзь мы редко говорим, но Лодзь очень интересно, потому что в Лодзе 10-11 тысяч квадратный метр сейчас стоит. Для инвестиций, да и для жизни в целом очень-очень хорошее место. И там тоже недвижка растет точно так же, как в других городах. А есть какой-то самый дешевый город? Или это опять из крупных? Ну, из крупных, да. А вообще вот дно? Ну, конечно. Вообще в целом ты можешь найти квартиру и за 50 000 долларов, и за 40 000 долларов прям в маленьких городах. Просто это будет город на там типа 20 000 человек. Ну, на 50 000 человек где-то. На 20, на 50. Вот это прям маленькие города, то есть далеко от областных центров. Ну, конечно, таких много. Дом, ты можешь купить дом за 50 000 долларов с большим участком. Ну, это будет уже там полусело. Знаешь, такое селище міського типу, СМТ. Вот такое вот. Не деревня, но и не город. Что-то такое среднее. Не, конечно, есть много доступной недвижки, просто оттуда же обычно люди бегут, а не наоборот. Ты сказал, что это 100% по Кракову.
Давай обсудим, с чем эти все доходности связаны. Ну и мне в частности интересно твое мнение, почему там Краков дал 100% за 5 лет, Мгм. а условно Варшава 75%. Этих факторов вообще 100 или даже больше, которые косвенно влияют, но самые основные — это инфляция, это рост заработных плат и вообще рабочей силы, это отсутствие земли, на которой можно строить, потому что такой земли просто мало, или уже почти нету. Сделать из там фермерской земли строительную и получить разрешение — это где-то 7 лет. Застройщики это не хотят делать. Они, наоборот, выкупают всю землю, которая есть, и строят себе планы на 20 лет, что вот мы там по чуть-чуть будем строить. И вот благодаря этому они держат высокий спрос. А там, где есть спрос, там есть рост цены. То есть мало где строят, а даже там, где можно строить, не застраивают все сразу. Ну и благодаря этому постоянно растет недвижимость в цене. Давай набросаем такой брейншторм, баттл устроим. Значит, вот что я думаю. Краков у меня это как будто история про IT, про Корпо, Google, Accenture, да, там есть, Motorola, я помню, проезжал их здание целое там в Кракове. Вроцлав это как будто студенты, Варшава это как будто все подряд. И Корпо, и студенты, ну вот большой такой фундаментальный город. Гданьск, Трумясто, условно референс Одессы. Вот. И почему Краков дал 100%, я не понимаю. То есть мало земли или так просто случайно получилось? Мало земли, все верно. Плюс не забывай, Краков для меня чуть по-другому. Для меня Краков — это туристическая столица Польши. Ну, кстати, да. И вот как раз благодаря этому там просто всегда есть потребность в жилье. Мало кто там покупал для собственных нужд, большинство покупали в инвестиционных целях по сдаче в аренду туристам. Вот, я думаю, что поэтому больше всего. Плюс вся западная Украина, когда выезжала, они ехали в южную часть Польши, не в Варшаву. Да, в Варшаву ехала Восточная Украина. Но там тоже огромное количество людей выехало и заселило эти районы. Оно климатически, мне кажется, чуть-чуть более привычно для Западной Украины. Для меня Вроцлав более айтишный. То есть большинство стартапов, тот же самый большой офис Гугла — это Вроцлав. Okay. Познань, наверное, в Польше считается таким самым студенческим городом. А Гданьск, да, Гданьск — это что-то такая даже, как Одесса или что-то недоница, знаешь, типа холодная, чуть-чуть старше такая Ницца. То есть, да, туда в целом весь бомонд польский ездит. И самое главное, знаешь, что поляки считают, знаешь, как это Крым даже больше. Это поляки считают, что вот надо обязательно летом поехать. Они обожают холодное Балтийское море. Вот они просто обожают цены там чтобы отдохнуть где-то под Сопотом, чтобы там отдохнуть, нужно заплатить больше, чем за all-inclusive в хорошем 5-звездочном отеле в Египте. То есть, ты сидишь в холодном море. Типа, окей, там летом еще ты зайдешь. Но весной, осенью ты, если зайдешь в это море, тебе как будто бы ногу сломает от холода. Боль ужасная, просто это садомаза. И вот поляки это обожают. Они, наоборот, считают, как украинцы раньше там в Крым поедут, да, то есть вот что-то вот такое вот классное. Какие-то еще факторы. Давай попробуем расширить людям карту реальности, чтобы они для себя принимали решения, основываясь не только там на инфляции, росте заработной платы средней, да, в производстве. А что еще это могло бы быть? Происходит очень-очень много разных процессов в каждом городе. Если рассматривать отдельно города, да, иногда бывает, что вот как в Лодзе, классный пример, меняется мэр, приходит к власти молодой прогрессивный парень, который тащит инвестиции, умеет улыбаться. Цены на недвижимость начинают расти, для застройщиков появляются какие-то особые условия, вообще в целом для предприятий появляются особые условия, и благодаря этому в целом город за 10 лет должен как-то расцвести, да, и начать пахнуть. Есть внешние факторы, которые очень сложно предугадать. То есть, окей, война, ковид, это мы всегда говорим, что это супер важные факторы, да? Но это черный лебедь, который никто как бы... Да, но с другой стороны, мы видим сейчас, что очень много зарубежных инвестиций приходит в Польшу из тех стран, про которые мы даже не могли подумать, что они бы когда-то заинтересовались Польшей. Все знают и все понимают, что там немцы, скандинавы очень активно покупают, американцы очень активно покупают Польшу. Но в последнее время Израиль, Китай, просто огромное количество инвесторов оттуда, и они скуповывают там целыми домами. Польша просто стала, знаешь, такой
такой центральным кусочком Европы, который и безопасный, с другой стороны, дает какую-то рентабельность хорошую. И вот Польша вдруг стала для всего мира интересной. Кроме этого, есть разного рода дофинансирование от Америки, и от США, или от Европы. Что-то типа атомных станций, которые начнут в Польше строить, что-то типа каких-то промышленных центров, что-то типа там Tesla решила открыть завод в Польше, или Mercedes решил открыть завод в Польше. Или аэропорт, который сейчас же... ЦПК, да, центральный порт, это будет аэропорт-ЖД вокзал, один из самых или самый большой вообще в Европе. В топ-10 он, по идее, должен входить И, в Европе. Да, и он должен как раз быть таким, знаешь, центральным европейским портом, который будет там весь мир объединять, условно, да. И вот такие моменты, они очень сильно влияют как раз на рост цен, в том числе на недвижимость в этой стране, потому что они тупо пушат экономику. Есть аналитика, которая показывает, кто вообще покупает недвижимость. В 2022 году 93% покупок всей недвижимости это были поляки. Физлица, польские физлица. 90%. 93%. А в 2023 году это 95%. То есть всего 5% это иностранные физлица или в том числе юрлица. Окей. Ну, то есть, получается, польская для поляков. Польская для поляков. Получается Да, так, да, да? да. А фрытки для земняков. Земля для земняков. Польская для земняков. Основной фактор, который влияет вообще на рост цен, если есть спрос, растет цена. Если спроса нету, цена не двигается или цена падает. Логично, да? Спрос, самый основной, он почему? Потому что недвижимости исторически в Польше не хватает, первички в Польше не хватает, а первичка является локомотивом вообще для ценообразования всей другой недвижимости. То есть от того, сколько будет стоить первичка, от этого и в целом вся другая недвижимость играет. Вторичка всегда пытается догнать первичку, они идут ноздря в ноздрю, там всегда какой-то минимальный люфт по цене есть, но вот именно застройщики, цена на землю и спрос на первичку формирует вообще все цены, которые ты видишь на улице. Ну да, потому что любая первичка – это как бы некий срез за условную цену земли, там, которая покупалась там, год, максимум 2 года назад, понял? А вторичка – это история, ну там, дому может быть 5-10 лет, да, и земля покупалась тогда. Mm-hmm. Соответственно, первичка действительно как локомотив, который вот актуальную цену показывает. Но вторичка за счет того, что ты покупаешь жилье, в котором уже есть ремонт и уже есть какая-то там техника, да, там диваны, техника, тебе как бы не надо инвестировать, просто подтягивается на 1000 злотых дешевле в среднем, да, 1,5-2. Ну, уже с ремонтом. На самом деле, уже первичка с ремонтом аж будет на 4000 злотых дороже, ну не да. на одну, да? Ну да. То есть вот этот, условно, запас в $1000, люфт, да, он всегда был и есть. И на это стоит обращать внимание. Поэтому пока застройщики дозируют предложение, и пока на него есть спрос, ровно до того момента будет дорожать Польша. Подрезюмируем. Мы разобрали аналитику за 5 лет. Если короткий ответ, то за прошлые 5 лет цены выросли... В 2 раза. В 2 раза? Грубо говоря, да. То есть грубо на 100%, да? Но важно понимать, что происходило за эти 5 лет. Давай напомним людям. 2019 год. Все прекрасно, никто не предвещал беды. И у нас начинается, первую штангу мы ловим, и это был ковид. Когда, если ты вспомнишь, что все говорили, что цены вот сейчас начнут падать. Потому что я прям помню, по крайней мере в Кракове, в моем окружении, типа, ну все, сейчас рынок остановится, экономика остановится, типа все, цены будут падать. Мое окружение говорило, сейчас цены начнут расти. Прикинь, как по-разному. Расти, потому что сейчас станет логистика, и там условно телефон или духовку ты с Китая будешь ждать не месяц, а 2 года. Там, и поэтому сейчас покупай, потому что будет дефицит вообще товаров и услуг на рынке. И недвижимость, да, тоже, конечно, подорожает, потому что стройматериалы тоже подорожают, и поэтому надо прям быстро брать. Я помню, что мы купили все материалы строительные, когда покупали квартиру, и технику,
И она заняла всю квартиру, эти коробки, и наши строители просто это двигали туда-сюда, обходили, потому что мы такие, ну как, надо было взять, потому что все подорожает. И на самом И деле... оно подорожало, кстати. Подорожало оно, кстати, не сразу, через 2 года. Ну да. То есть да. польская экономика достаточно сильная и стабильная, у них есть лишние деньги на то, чтобы поддерживать инфляцию ровно на том уровне, чтобы нам с тобой было комфортно, и мы с тобой там, условно, не удавили за чашку кофе, а спокойно пошли купили. Вот в этом как бы красота этого баланса между подкидыванием денег, дурных левых денег, типа 800 плюс детям, там на школу дают 300 злотых, еще куда-то что-то дают, и между вот сохранением все-таки твердого курса доллара, чтобы, знаешь, ты там не взял эти 800 и не разогнал цены в 3 раза. Да. Баланс сохраняется, за это они молодцы. Дальше у нас полномасштабное, да, началось. Мне кажется, что вот я не понимаю, с одной стороны, аналитика транзакций говорит нам о том, что только 5-10% всех транзакций это вообще в целом иностранцы. То есть как будто война в Украине полномасштабная, да, она как будто не может так сильно повлиять на цены. Но мое внутреннее ощущение, что это повлияло не на 5% на цену, а на там 40%. Вот. Как ты считаешь? Я считаю, что если во всех других странах недвижимость в цене выросла, то в Польше она бы тоже выросла, несмотря на то, что тут есть приток там 5 миллионов лишних украинцев. Ты знаешь, складывается впечатление по статистикам поляков, что они полностью нивелируют наш вклад в экономику. Есть такая структура, как БИК, Бюро информации краевой, куда внесены вообще все, у кого есть там кредиты, да, и любые кредиты, в том числе и мелкие, бытовые. И они составили прогноз на инфляцию с 21 на 22 год, потому что тогда еще про войну не знали, и прогноз был 19%. Да, 19%, а потом началась война, приехало 5 миллионов украинцев, как-то поддержали эту экономику, по словам украинцев, спасли ее от кризиса вообще, после ковидного, да. Инфляция составила 17%, то есть 5 миллионов украинцев, все, что они тут купили, помогли всего лишь на 2% этой инфляции. Поэтому в целом это их данные, и они как считаются официальными. Мы берем их как за референс. Поэтому в целом, наверное, мы все-таки аж так сильно тут на экономику не повлияли. И в целом оно все как должно было быть, так оно и было. Так и случилось. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным. И если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал. И внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.